Регби Юнион, команда All Blacks. Как много это значит для Новой Зеландии? Это национальная гордость Новой Зеландии, и это религия, и это бренд. Если вы хотите понять вообще Новую Зеландию, то, конечно, нужно в это дело окунуться. Я сегодня хочу поговорить о команде All Blacks. И если вы впервые на моем канале, меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А те, кто уже подписан, здравствуйте, мои дорогие. Я очень рада снова снять для вас мое видео. Мне немножечко потребовалось это больше времени, чем обычно, поскольку в регби я ничего не понимаю. Итак, хотелось бы начать свой разговор немножечко с истории. Регби зародилось в Англии где-то в начале 19 века, в городе под названием Регби. Я периодически буду говорить рагби, потому что по-английски регби это рагби, по-русски это регби. Ну и дело будет идти о регби юнион. Не регби лиг, а регби юнион, это другая игра. И представитель такой сборная, национальная сборная Новой Зеландии, это, как вы уже поняли, команда All Blacks. Зародилась вообще регби в Новой Зеландии уже в конце 19 века, дошло до нас, и в 1870 году это считается такая официальная дата в Новой Зеландии, начало игры регби. Достаточно рано присоединились маори играть в команду, и первый зарегистрированный маори, это был 1872 год. Кстати, маори достаточно органично вписались в эту игру, поскольку физически они хорошо развитые. Такие ребята, помимо этого, хорошо работают в команде, играют, племена там и все такое, поэтому им достаточно легко было в команде играть. И плюс у них еще была игра, схожая немножечко на регби, это киорахи. Это тоже, немножко подобная игра, поэтому... Вот это, кстати, сейчас хака была. Это, конечно, хака пришла тоже из маорийской культуры. И традиция исполнять хаку перед матчем, это достаточно зародилось давно и всегда впечатляет и болельщиков, и самих игроков. Итак, я говорила про маори. И на сегодняшний день, кстати, значительная часть в команде и маори, и островитян. Поэтому интерес по сей день у них есть к регби. И, кстати, даже есть вообще маори All Blacks команда такая, то есть где только одни маори. В 1893 году уже была придумана униформа такая All Blacks, люди в черном. Но я не в черном, видите, здесь немножко синяя. Кстати, All Blacks это бренд, их авторские права, то есть купить вот так вот в каком-нибудь китайском магазине одежду, это получается нелегально, если они продают. Вот такая, видите, здесь такой лейбл о том, что это легальный продукт. Ладно. За время существования регби вообще игроки, конечно, здорово поменялись. То есть вначале это были фермеры, это были какие-нибудь рабочие, золотоискатели, солдаты. И играли они после работы. И были достаточно крепкие такие мужчины. Но в 1995 году, не так уж сильно давно, игрокам начали платить деньги. То есть, и это стал такой карьерный путь для многих людей, которые хотят проявить себя в регби и зарабатывать деньги. Деньги, в принципе, платят, где-то топ игрокам платят примерно 1 миллион. Это так я смотрела по различным статьям в газетах. Поэтому 1 миллион минус еще налоги, это до налогов, поэтому еще минус налоги. У нас в Новой Зеландии на большой заработок, чем больше ты зарабатываешь, тем больше налоги, то есть минус 39% где-то. А если говорить об игроках, которые островитяне или маори, то им еще нужно поделиться со всей семьей. Поэтому за такой короткий карьерный срок я не думаю, что это прям обалденно большие деньги для Новой Зеландии, во всяком случае, потому что недвижимость может стоить, дом хороший такой, 10 миллионов, например, долларов. Поэтому
Не могу сказать, что это прям обалдеть, как тебя обеспечит на всю свою оставшуюся жизнь. Ну, я думаю, что они делают какие-то инвестиции, но неважно. Смысл в том, что игроки знают, что они вернутся в это же общество, в эту же страну, там будут с нами иметь какой-то бизнес и работать вместе с нами, поэтому такие они ребята не звездные, приземленные, я бы сказала бы. Меня вообще поражает, конечно, All Blacks. История такая, что они с виду такие воинственные, такие крупные, такие брутальные, резкие. А вот, готовясь к этому видео, я пересмотрела много интервью с ними. Потом ходила в музей All Blacks, который находится в Скай-Сити в городе Окленд. Я остановлюсь поподробнее сейчас на этом музее, но хочу донести свою мысль по поводу, что меня, скажем, тронуло, когда я готовилась к видео. Так вот, когда я смотрела интервью, игроки очень часто, несмотря на свой такой внешний вид брутальный, да, очень чувствительны как-то, когда говорят о том, какую они несут обязанность, что ли, представляя свою страну на мировой арене. Когда они одевают вот эту черную униформу, что они чувствуют, когда они танцуют хаку, что они чувствуют. Ну, то есть оказались такие чувствительные, скажу честно. Но это меня несколько так тронуло, что много у кого слезы на глазах. И, кстати, вот эта игра я поставила, это 2022 год. Я хочу об этом тоже рассказать немножечко поподробнее. Смотрите, какая история. All Blacks достаточно длительное время доминировали на мировой арене. Чтобы это было наглядно, посмотрите вот на эту доску. Черными кнопками это All Blacks. Другого цвета кнопки это другие страны. Так вот, такое количество побед черными кнопками это все Новая Зеландия All Blacks. То есть они были такие прямо чемпионы. Их процент, там 80% всех выигрышей это был All Blacks. Это маленькая Новая Зеландия, 5 миллионов популяция, находится, сами знаете где, черт знает где. Все дорого, невероятно, то есть денег в стране нету. Выигрыш такие All Blacks, это было такая гордость для страны, что мы такие маленькие, мы такие бедные, а вот посмотрите, что мы можем, потому что спорт очень контактный, очень такой серьезный, и, ну, действительно, это прям вот, ну, это очень большую роль, скажем, этот спорт играет, ну, играл, сейчас играет меньше, тоже расскажу об этом, почему. Ну вот, но достаточно играл много в культуре вообще новозеландской. Очень много клубов различных по регби в каждом городе. Эти сборная собиралась с игроками, которые из каких-то маленьких таких городов, из небогатых семей, те ребята, которые хорошо играли, и вот они попали в сборную. Так я говорю о 2022 году. Значит, до этого были прекрасные результаты у All Blacks, а с 2020 года началось как-то все хуже и хуже. И то есть, если смотреть на историю выигрышей, да, то с 2020 года все как-то все хуже и хуже начали играть All Blacks, и уже на тот момент начали поговаривать о том, что может быть что-то не то с тренером, тренер какой-то не тот. В то время был Иэн Фостер. И достаточно много в его сторону было негативных комментариев. Хотели его даже убрать, потому что в 2022 году был один промах, другой, третий. И вот эта игра как раз с южноафриканцами, самыми, скажем, сильными соперниками. И вот All Blacks, я смотрела интервью, как они рассказывали, что они вообще чувствовали перед тем, как они шли на эту игру. То есть они говорили, что мы уже начали проигрывать, да, что дух подавлен, и очень они были действительно в таком настроении нехорошем. То есть если бы они проиграли бы вот и этот матч, то, во-первых, они бы лишились тренера, а я так поняла, что они тренера своего уважали, любили. И помимо этого, ну, вообще как бы еще одна потеря, то есть, и, ну, в общем, много на кону стояло в тот момент.
Они играли в Южной Африке, то есть они приехали в Южную Африку, встретили их очень тоже, знаете, как они говорят, выходим из автобуса, и в них кидали пустые банки, плевались, ругались, материли, показывали им, что там такой знак. Но, в общем, все это прошли, вышли, собрались и все-таки выиграли. То есть они вспоминают это действительно с таким напряжением в то время. И Фостер, этот, который тренер, он тоже сказал, что он ушел после матча в свой офис и всплакнул там. Вот так вот. Это, кстати, скрам сейчас они делают. Интересно, что каждый игрок, кстати, разного совершенно роста и веса. То есть это могут быть действительно гиганты, как 2 метра, а могут быть 1,60 м. То есть если тебе нужна функция твоя подавать мяч, бегать по полю, то в этом случае тебе надо быть легким, хорошо маневрировать, и поэтому нужно меньше рост, меньше вес. Но если нужно там стать в скрам, например, то в этом случае, конечно, ты должен быть физически хорошо развитый, такой крупный мужчина или женщина. Ну, сегодня спортсмены All Blacks – это спортсмены мирового класса, и у них в штате есть и диетологи, и инструктора, тренера, физиотерапевты, психологи. Различные используют инновационные технологии для того, чтобы изучить эффективность движений, тренировки, восстановления. Хотела вам рассказать по поводу музея, который называется All Black Experience. Он находится в Окленде. Очень нам понравился музей. К сожалению, там снимать мне нельзя было в самом внутри музея, только в интерактивной части. При входе можно увидеть кубки, которые были выиграны All Blacks. Можно зайти в магазин, купить какие-то товары, там, одежду или, видите, книги здесь и так далее. Внутри, когда уже началась экскурсия, то достаточно большая часть была посвящена истории, игрокам. То есть можно было посмотреть на таких, тоже интерактивные, посмотреть о различных игроках, о капитанах, какой у них рост у всех, какой у них вес. Очень мне понравилось, как они станцевали хаку. Ощущение такое, что ты находишься на стадионе. И, конечно, впечатляет это хака. Меня больше впечатлила, если честно, женская хака. Не знаю, может быть, потому что чувствовала конкуренцию. Я уже упомянула о том, что регби становится менее популярный вид спорта в Новой Зеландии. Причин для этого несколько. Я спрашивала у нескольких людей об этом, я читала в газетах, и примерно все говорят вот это. Я по большей части думаю, что регби теряет популярность в Новой Зеландии, даже во всем мире. Слишком большое вмешательство с ТМО. И все решения в игре, раньше все решал рефери, но они продолжают добавлять все больше и больше правил, и ТМО, и операторская работа все больше и больше вмешиваются в игру. То есть тебе скучно смотреть, потому что все время останавливают игру. Да, ее слишком много останавливают. Раньше рефери мог принять решение, и оно было окончательным. Игра продолжалась, так что остановки были не такими большими. Теперь рефери может принимать решение, и игра продолжится. Но ТМО могут вмешаться и еще раз остановить игру. Они слишком много ее останавливают. Надо регби вернуть к тем же правилам, которые были раньше. Должна быть игра простая, понятные правила всем людям и поменьше остановок. Ну да, это молодого человека я спросила в магазине, он очень достаточно четко ответил. Я подумала, почему бы не включить именно его ответ, потому что это были самые основные такие объяснения, почему. Хотя я слышала еще такое, что достаточно драматичный вид спорта, и предпочитают родители своих детей отдавать больше в нетбол, футбол, волейбол, но не в регби. Но надеюсь, что все равно существовать будет этот вид спорта. Я думаю, что, мои дорогие друзья, на сегодняшний день достаточно. У меня было в планах еще рассказать какие-то элементарные правила регби, но я думаю, что, может быть, в следующий раз. И я посмотрю еще на отзыв, потому что
Может быть, не всем интересно будет это видео. Если не будет много, небольшого спроса, то, наверное, достаточно то, что я хотела сказать. Я знаю, что у меня есть в подписчиках люди, увлекающиеся регби, поэтому я надеюсь, что вам понравилось. И если вы что-то увидели в моем видео, услышали что-то такое, с чем вы не согласны, пожалуйста, напишите мне. И я с удовольствием вообще окунулась в этот мир. Я думаю, что я уже посмотрела, какие будут матчи ближайшие. Вперед я смотрю с интересом, если будут играть вот с Южной Африкой или с Австралией, потому что я теперь понимаю, насколько это все очень, так я бы сказала, драматично для Новой Зеландии. Буду болеть. И большое вам спасибо, до новых встреч, всего вам доброго, пока.